Закинул старик в море невод. Известная сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. У меня возник в связи с тем, что я ее вспомнила, вот такой вопрос. А сколько лет старику было-то? Может быть, по нашим меркам он был вполне еще в самом рассвете сил. Хоть куда, как говорил Карлсон. К примеру, граф Лев Николаевич Толстой в своей Анне Карениной указывает, что муж несчастный был стариком, а возраст его составлял 46-48 лет. Попробуйте Куценко, Евгения Миронова или Михаила Пореченкова назвать стариками. Они вам, уверенно, этого не простят, как и их поклонники. Что же имел в виду граф, который сам прожил 82 года? Можно предположить, что Лев Николаевич хотел показать некий контраст между мужем и женой. Анна-то была намного моложе своего супруга. Рассмотрим как вариант, конечно, но мне кажется, что Толстой сказал именно то, что хотел. В 48 лет мужчина в Российской империи был уже стариком. Так что пушкинский рыбак тоже мог быть в возрасте 40-45 лет. Кто знает, там сложнее. Почему же 40-летних на Руси считали стариками? Тому есть несколько причин. Опять же, смотря какой период мы будем рассматривать. Если брать Древнюю Русь, то там просто не было нормальной медицины. Люди болели, это сказывалось на силе, на внешности. Надо еще отметить, что многие просто не доживали до преклонных годов. Шкала была сдвинута. Если очень просто, то нужно было жениться в подростковом возрасте, чтобы к 30 уже обзавестись, если не внуками, то вполне взрослыми детьми. Добавим немного дарвинизма. Не зря ж природа придумала, что созревание у подростков начинается в 12-14 лет. Где-то так. Как говорится, если дали инструмент, то надо пользоваться. Это сейчас в Европе, да и в России браки создают поздно, потому что люди живут дольше. В 30 женились, до 60, 70, 80 успели насладиться семейной жизнью. Да и цели сейчас другие. Раньше играли свадьбы, чтобы потомство было, а сейчас планета, по мнению некоторых специалистов, перенаселена. Поэтому-то child-free. Это, конечно, неправильное течение, противоестественное, но безобидное. Промежуточный вывод. С медициной все было плохо, поэтому в 40 лет люди выглядели дряхлыми. Думаю, такое мнение имеет право на существование. Но это еще не все. Ранее было упомянуто про шкалу. Кто такой старик, дед? Тот, у кого есть внуки. То есть, если использовать такую логику, то дедом можно стать в 40 лет и сейчас. Вот и считали. Дети до подросткового возраста, далее уже взрослые люди, а кем их считать, если они женятся уже? Потом еще не старики, но и не молодежь. После 40 – деды, старики. Как-то так. Хотя нет, были же древние старцы. Это уже те, думаю, кто доживал до 65-80 лет. То есть самые настоящие пенсионеры в нашем понимании. Шло время, рос уровень медицины, шкала двигалась. Теперь уже никто не может назвать толстовского Каренина стариком. Нет оснований. Это мужчина еще крепкий. Впрочем, я не буду спорить, что в моих размышлениях есть некоторые изъяны. Особенно, что касается Пушкина. Александр Сергеевич писал: «Старик Державин нас заметил». Из нашего мира Гавриил Романович ушел в возрасте 72 лет. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Возможно, что Александр Сергеевич всех мужчин после 40 лет считал стариками. Сам-то поэт точно до старости не дожил, уйдя в 37. Так что будем все валить на медицину и низкую, особенно в крестьянской среде, продолжительность жизни. В период с 1874 по 1883 только около 155 человек оставалось из тех, кто прожил более 55 лет. Так-то. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.